Всем привет! В этом видео разберем производительность разных вариантов DirectX в PUBG версии 35.1. Начнем с теста в дымах. В этих условиях графический процессор перегружен, а значит на FPS влияет в первую очередь производительность видеокарты, а не процессора и оперативной памяти. DirectX 11 Enhanced, который уже почти 2 года назад разработчики сделали опцией по умолчанию, очевидно является не самым быстрым вариантом. Обычный DirectX 11 обгоняет его по всем показателям, незначительно в среднем FPS и довольно сильно в минимальном FPS, а также в статистике редких и очень редких событий. В то же время DirectX 12 заметно медленнее, чем 11 Enhanced, в среднем FPS почти равен в минимальном FPS, незначительно отстает в статистике редких событий и очень сильно провалился в статистике очень редких событий. Для лучшего понимания, почему расклад производительности между разными версиями DirectX именно такой, давайте посмотрим на них под другим углом. Мы видим, что для отрисовки одного и того же количества кадров обычному DirectX 11 требуется меньше всего ресурсов графического процессора – 40%. В то же время DirectX 11 Enhanced грузит его немного сильнее – на 42%. А вот DirectX 12 загружает его на внушительные 60%. Отсюда делаем простой вывод, что с точки зрения работы с графическим процессором DirectX 11 имеет лучшую оптимизацию. 11 Enhanced немного худшую, а DirectX 12 значительно более худшую. Это и является причиной таких результатов в тяжелых для видеокарты условиях. Теперь рассмотрим абсолютно другие условия – буткемп с множеством игроков. Здесь графический процессор видеокарты очень сильно недогружен, а значит FPS целиком и полностью зависит от скорости процессора и памяти. Можно сказать, что DirectX 12 победил, хотя разница между ним и 11 Enhanced находится в пределах погрешности. Настолько близки их результаты. Обычный DirectX 11 заметно отстал от них в среднем FPS. Остальные его показатели либо равны, либо незначительно ниже. Большой город. Опять графический процессор сильно недогружен. FPS полностью зависит от процессора и памяти. Этот тест показывает вполне типичный геймплей в крупном городе. DirectX 11 Enhanced является однозначным лидером по всем показателям. DirectX 12 получает уверенное второе место по среднему и минимальному FPS, а также статистике редких событий. И лишь незначительно проседает по статистике очень редких событий относительно самого слабого DirectX 11. Огромный город. Этот тест я добавил скорее для интереса, так как настолько тяжелых мест в игре больше не найти, и в таких условиях вы будете оказываться крайне редко. Здесь мы видим, что в отличие от предыдущего теста, DirectX 11 Enhanced больше не лидирует. С такой чрезвычайно высокой нагрузкой лучше всего справился DirectX 12. Если посмотреть на видео с самим сравнением, то мы увидим, что в моменты, когда FPS относительно высокий, DirectX 11 Enhanced показывает заметно больше FPS, чем 12. Но в моменты сильных просадок DirectX 12 начинает доминировать. Поэтому средний FPS DirectX 11 Enhanced и 12 набрали примерно одинаковые, но абсолютно по-разному. А вот статистика редких и очень редких событий, а также минимальный FPS, получились заметно выше у 12 DirectX. Но опять же, повторюсь, это крайне тяжелая нагрузка. В городах поменьше DirectX 11 Enhanced будет предпочтительнее. Какой вывод можно сделать из полученных результатов? Уже почти 2 года DirectX 11 Enhanced является опцией по умолчанию. И в целом я согласен с этим решением разработчиков. Да, он немного медленнее обычного DirectX 11 в тяжелейших для видеокарты условиях. Да, он может проигрывать DirectX 12 в экстремально сложных нагрузках, когда в кадре очень много зданий или игроков. Но в общем и целом, в среднем, он будет давать вам лучшую производительность. Обычный DirectX 11 я бы советовал только людям с очень слабой видеокартой. Графический процессор, который постоянно перегружен. К примеру, у вас GeForce 1050. Вот на нем явно DirectX 11 будет себя чувствовать лучше, чем 11 Enhanced. 12 DirectX я бы мог советовать только владельцам топовых Radeon'ов. С ним он может проявить себя еще лучше, чем DirectX 11 Enhanced. Опять же, если не будет ограничен перегруженным графическим процессором. О Radeon'ах я делал отдельное видео еще прошлым летом. Ссылку на него оставляю в описании. Все, ребят, на этом прощаюсь. Далее будет сам тест в видеоформате. Спасибо за внимание и приятного просмотра. Увидимся в комментариях и на моих стримах. Пока.